Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, и сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную тему, которая, судя по вашим вопросам и комментариям, интересует очень многих. Прежде чем мы начнем, я приглашаю вас подписаться на свой канал, если вы еще не со мной. Также мои фотографии со съемок из повседневной жизни вы сможете увидеть в моем инстаграм. Ссылку на него я оставлю внизу под видео. Сегодня я хочу вам рассказать о своем питании и поделиться своим опытом веганства. Наверное, вопрос о питании был одним из самых часто задаваемых мне, но я очень долго оттягивала запись этого видео, так как я экспериментировала со своим питанием и не могла ничего рассказать вам конкретного, и тем более уж советовать кому-то что-то. Но я все-таки решила прояснить ситуацию, рассказать вам, как я питаюсь на сегодняшний день и как я остаюсь такой стройной. Скажу сразу, у меня никогда не было ни малейшего опыта вегетарианства, а уж тем более веганства. Когда я жила в Украине, я не представляла и дня без мяса, я его очень любила. Но когда я переехала в США, у меня очень поменялись предпочтения в еде. Я полюбила больше морепродукты и к мясу стала вообще равнодушной. Я могла скушать иногда курицу, но красное мясо мы вообще перестали покупать. Все началось с того, что мы с мужем посмотрели нашумевший фильм What the Health. Ссылку на него я оставлю под видео. Мы смотрели его на английском языке по Netflix, но мне кажется, уже можно найти его с переводом. После просмотра этого фильма мы пересмотрели свое питание и тут же решили перейти на веганство. Очень резко. У Жени уже был опыт вегетарианства, у меня же, повторюсь, не было ни малейшего, но при этом меня абсолютно не пугал отказ от мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц и продуктов, содержащих в себе это. Было довольно просто, вы себе даже не представляете, сколько есть вкусных веганских блюд. Мы начали ходить в Whole Foods, покупать только веганские продукты, ходить в веганские рестораны. Мне очень нравилось подобное питание, но у меня стал снижаться аппетит. Конечно же, я хотела кушать, но у меня не было такого аппетита, который я могла испытывать раньше. Когда вы питаетесь натуральной пищей, она в себе не содержит такое количество пищевых добавок, усилителей вкуса, которые вызывают привыкание и стимулируют бешеный аппетит. В общем, 2 месяца такого питания, и все было бы отлично. Но дело в том, что я поменяла рацион, но количество еды, которое я употребляла, было недостаточно для моего организма. Главная проблема была в том, что я питалась, как я привыкла это делать раньше, нерегулярно. Я могла полдня ничего не кушать, потому что была занята, работала где-то. Потом скушать веганское блюдо, например, баклажан, фаршированный рисом, очень полюбившееся мне блюдо, плюс фруктики какие-то. И, конечно же, этого было недостаточно. Еда стала более низкокалорийной. И при таком питании правильнее было бы, наоборот, увеличить количество потребляемой еды. И при этом еще и продумывать свое меню для того, чтобы все было сбалансировано, чтобы хватало всех полезных веществ для организма. Конечно же, у меня на это не было времени. Я начала стремительно терять вес. Я работаю на одном каталоге регулярно каждую неделю, и вот каждый раз, когда я к ним приезжала, они мне говорили: ой, Алина, тебя все меньше и меньше остается. В один момент они мне сказали: ой, ты очень похудела. В этот же день я приехала к косметологу, которая не видела меня месяц, и, конечно же, она тоже заметила разницу и сказала мне об этом. Потом добавила мама. Когда я с ней говорила по телефону, она говорит: Алина, я видела твои последние фотографии, что-то ты слишком худая, давай что-то делай с этим. Но больше всего меня напугало не это, а то, что на протяжении нескольких недель я начала чувствовать хруст в суставах, то есть в ногах, руках, во всем теле. Мне было некомфортно двигаться, у меня было такое ощущение, что я ощущаю свою каждую кость. И я решила пока что приостановить такую диету и на следующий месяц вернуться к своему прежнему питанию, для того, чтобы больше узнать о веганстве, о меню, рационе, и в это время вернуть свой прежний вес. Кстати, насколько я похудела, я до сих пор точно не знаю, потому что в этот момент как раз у нас сломались весы, и я не проверяла свой вес, но это точно было несколько килограмм, для меня плюс 2 килограмма, минус 2 килограмма. Для моего веса они очень ощутимы. Обычно я вешу 48, где-то 49 килограмм. А я помню, как я пошла, тогда купила курицу, рыбу, творог и шоколад. Когда впервые я приготовила себе курицу, мне не понравился ее вкус. Все-таки для себя я поняла, что мне не очень хочется кушать мясо, но при этом я с удовольствием могу скушать суши, выпечку, творог. Я ничего себе не запрещаю, если мне хочется скушать, но при этом мой организм стал за время веганства более чувствительным к еде. Я лучше разбираюсь, что полезно для моего организма, что нет, и я стала более избирательной в еде. Веганство — это очень классно, но если вы подходите неправильно к выбору продуктов для своего рациона, это может быть большим стрессом для вашего организма. Поэтому, чтобы не навредить себе, нужно подходить к этому с умом, чтобы не обделить свой организм полезными веществами. Я очень советую делать это постепенно. Для
начала, например, станьте вегетарианцем, исключите только мясо, но при этом позволяйте кушать себе морепродукты, молочные продукты. А дальше постепенно вы можете исключать по одному какому-то продукту и при этом находить ему более полезную замену. И, конечно же, все это время нужно следить за своим самочувствием, как ощущает ваш организм. Кстати, мой муж до сих пор на веганской диете чувствует себя отлично. Наверное, потому что он все время питался регулярно. Это действительно прекрасный образ жизни. Я буду дальше узнавать больше информации об этом, буду дальше экспериментировать со своим питанием. Хочу вывести свою идеальную формулу правильного питания. Сейчас я вернулась к своему привычному образу жизни. Я поправилась, я сейчас вешу 50 килограмм, мне очень комфортно в этом весе, и я занимаюсь в спортзале, я бегаю, раз в неделю хожу на танцы, но это больше способ релаксации, конечно, для меня, но все равно это тоже какая-то физическая нагрузка. И я не жалею ни в коем случае о своем опыте веганства, потому что я научилась понимать свой организм лучше, и я осознала важность здоровой пищи. Я вас буду держать в курсе своего опыта и новых знаний на эту тему. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, и я буду по возможности отвечать. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!